Друзья, всех приветствую на своем канале. Не так давно заказал с AliExpress модели и фигуры для того, чтобы сделать макет порта в масштабе 1:700. Этот порт, как мне показалось на тот момент, должен был быть проходной работой между какими-то большими проектами, но все оказалось сложнее, чем я думал. Поэтому сегодня, чтобы самому попробовать и показать такую возможность вам, сделаю диораму размером в 1 дюйм с людьми, автомобилем и деревом. Эти сорняки я вырастил на своем подоконнике, и для диорамы понадобится всего лишь одна маленькая ветка. Ее, в свою очередь, разделяю еще на более мелкие, и в итоге только одна станет деревом на диораме. После получения заготовок под деревья купаю их в морилке и промакиваю о салфетку. Акриловую краску земельного цвета и цвета старое дерево перемешиваю между собой 50 на 50 и разбавляю небольшим количеством воды. В первую очередь акрил здесь необходим для того, чтобы натуральный высушенный сорняк стал менее ломким. Финальный тон дереву задаю с помощью смывки. Следующий этап – сборка автомобиля. Казалось бы, такая маленькая модель, но тем не менее она состоит из 13 деталей. Первым делом собираю кузов, отделил его от платы и сгибаю как бы в такую коробку. Вот так выглядит дверь этой модели. Колеса еще меньше, и они собираются из двух деталей. Для того, чтобы приклеить все самые мелкие детали к просто мелкой детали, я использовал клей ПВА, потому что он медленнее, чем суперклей, сохнет и проще позиционировать деталь на своем месте. Прочность здесь не особо нужна. После сборки модели грунтую ее в грунт белого цвета. Фигуры тоже покрываю грунтом. За базовый цвет для покраски автомобиля взял светло-серый и начинаю аккуратно все выкрашивать с помощью тонкой кисти. Вот так это выглядит, если снимать все с обычного ракурса. Колеса я, кстати, тоже отдельно покрасил в темно-серый цвет. Дальше идут фигуры, они, несмотря на то, что очень мелкие, вообще не сложные, их просто крашу в цвет германской униформы. По автомобилю прошелся светло-серым цветом методом сухой кисти для того, чтобы подчеркнуть геометрию. У фигур просто покрасил головы в телесный цвет. Смывкой темно-серого цвета покрыл весь автомобиль, чтобы еще больше эту сверхдетализацию подчеркнуть. И даже нанес немного грязи на всю нижнюю часть автомобиля. Тонкая белая полоска на переднюю часть автомобиля для того, чтобы изобразить номерной знак. Для меня такие работы, такие масштабы — это что-то новое, поэтому большинство деталей я изготавливал в большем, чем это необходимо для диорамы, количестве, в том числе и подставку. Из куска пеноплекса нарезал несколько оснований, все они размером 1 на 1 дюйм, но разной толщины. В итоге оказалось, что при высоте подставки в 5 мм эту работу более-менее удобно брать в руки. С помощью рейки такой же ширины и толщиной 0,6 мм я обклеил все края этой подставки. Конечно, можно было взять кусок чего-либо необходимого размера и не заморачиваться в той степени, в какой я заморачиваюсь в этом видео, но главной идеей было именно то, чтобы повторить все этапы, как и на обычной диораме, вот в этой маленькой работе.
Пункт следующий — это листва на дереве. Первым делом наношу на него клей-спрей. После посыпаю мелко протертой и окрашенной губкой. Дальше беру еще более мелкую присыпку, просеиваю ее через сито. В небольшом количестве посыпаю ее на дерево. В завершении добавляю немного мелких веток в нижнюю часть дерева, чтобы оно было пышнее. Для рельефа использовал самую тонкую текстурную пасту, смешав ее с акриловой краской. Просто аккуратно на всю поверхность наношу эту пасту. С помощью плоской кисти делаю колею. Всего понадобилось нанести 3 слоя, чтобы создать необходимый рельеф. Даже если взять флок самого маленького размера, он будет слишком крупный для этой работы, поэтому я отделил от протертой губки самые мелкие частицы. Смешал между собой 2 цвета и аккуратно распределил эту присыпку по поверхности. Зафиксировал ее с помощью специального фиксатора. После этого установил дерево на положенное ему место. С помощью пигментов проработал дорогу посередине, сделал ее немножко темнее, а по краям светлее, чтобы таким образом создать объем. И добавил на дорогу немного мелкой присыпки, чтобы были хоть какие-то детали. Закрепил все это фиксатором пигмента. Края подставки покрасил в черный цвет. Потребовалось несколько попыток для того, чтобы подписать эту работу. Приклеил автомобили фигуры, также на клей ПВА, и вот такой результат у меня получился. Обязательно подписывайтесь на канал, иначе зачем вообще вы это смотрите? Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы вообще думаете о подобных работах. Всем продуктивного творчества и до новых встреч!